Друзья, привет! С вами Мишрумс. Это Тюмень. Ухоженный, светлый, солнечный город. Зачем два человека сели в самолет, приземлились в Сибири, в Тюмени? Наконец-то вы все увидите, все услышите, все узнаете. Это очень интересно, и это то, чего вы 100% не знали. И мы разберемся, как из Сибири попасть в мейнстрим кинобизнеса. Мой собеседник Кирилл Бородулев, композитор, который живет в Тюмени и пишет классную музыку для кино. Самые известные проекты Кирилла: «Огонь», «Обратная связь», «Пара из будущего». Кирилл, привет! Привет, Миша. Как тебе удалось, находясь в Сибири, попасть на передовую российского кинобизнеса? История на самом деле удивительная. К нам очень часто приезжают эксперты федеральные, отсюда с Москвы, со всякими мастер-классами. У нас был мастер-класс по сценарному искусству. Приезжал Алексей Нужный. А я как-то сидел в своей комнатке, работал, потом, я подумал, сценаристы это не мое. Это режиссер фильма «Огонь». Режиссер фильма «Огонь», да, в последующем. Я не знал, что он режиссер, я знал, что он сценарист. А потом все-таки у меня проснулось желание, что наверное, стоит познакомиться. Любое знакомство приведет меня к чему-то, через 5 рукопожатий, правила вот это вот. Я приду в большое кино, надеюсь. Все, я звоню своему другу Андрею Зубову, который учредитель всего этого, и он, собственно, его и привез. Я говорю: Андрей, я хочу с ним познакомиться. Просто поболтать хотя бы минут 20. Он говорит: у тебя как раз 20 минут есть, он сейчас кушает, и ему потом в аэропорт. А я за 30 километров от города. Я сажусь в машину, у меня есть лэптоп и наушники от айфона, вот эти проводные, вот эти штучки. Я залетаю в ЧУ, говорю: здрасте, я Кирилл, вот ноутбук, вот наушники, послушайте мою музыку. Он послушал музыку, она ему понравилась. Она вообще не киношная, это музыка из танцевального спектакля хореографического нашего местного. Вот, он говорит: слушай, а ты хочешь попробовать написать кино? Я говорю: так, да. Он говорит: слушай, давай я сейчас вернусь в Москву, у меня там будет отпуск небольшой, я пришлю тебе сценарий, ты его прочитаешь и попробуешь что-то написать. Я говорю: давайте так попробуем, никогда так не делал, давайте попробуем. Я читаю сценарий, офигеваю, что это, и понимаю, что это очень большой блокбастер. Это условие, потому что там студия 3T как минимум написано, значит, это что-то большое. Я такой: так, значит, нужно, наверное, прям со всей ответственностью подойти к этому, не просто демку какую-то написать, а прям что-то масштабное. Я прочитываю сценарий, пишу какую-то сюиту, минут на 4-5, неважно. Отправляю ему. Проходит месяц примерно, он отвечает мне, говорит: слушай, мы послушали со звукорежиссером, Алеша Самоделко. Он говорит: это очень круто, вообще масштабно звучит, но это похоже на голливудский блокбастер. Я такой: так, все, понял, походу я не туда попал. Говорит: а можно чуть-чуть орусить эту историю? Я такой: так, все, понял, пишу еще какую-то сюиту. Попадаю в настроение, они говорят: да, все то, что нужно, круто. Мы сейчас уходим на съемочный процесс. Как только мы снимем, мы пришлем тебе тестовый эпизод. И ты попробуешь под картинку уже написать что-то. Я такой: круто, у меня есть 4 месяца, чтобы поднять свой скилл. Я беру какие-то фрагменты из фильмов блокбастерных, вырезаю, что-то там пытаюсь писать, накидывать, так мыслить уже как кинокомпозитор. Все, наступает этот момент. Леша присылает мне первый эпизод, это открывающая сцена фильма, самая первая. Самое начало. Да, самое начало. Все, я пишу какую-то музыку, отправляю ему, он говорит: слушай, вообще класс. Здесь же попал в настроение, или попал, в не попал, да, я такой: все, попадаю в настроение, говорю: слушай, мне очень нравится, говорит: давай вот сейчас, на тематику, вот сейчас мы озвучили первую сцену, сейчас вот тебе вот такую сцену пришлю. Я такой: хорошо, давай, я готов, заряжен. Все, он мне присылает вторую сцену, там даже не сцена, а был еще, она не смотрела, там был аниматика, то есть от карандаша нарисовано что-то там, и все так как-то движется нелепо. И он говорит: здесь они делают то-то, то-то, помнишь в сценарии этот момент, напиши. Я пишу эту тему, он говорит: слушай, классно, теперь еще одного, вот представь, что все горит, вообще все сгорело. Я такой: хорошо, пишу тему, потом такой: ага. Сейчас так можно весь фильм написать, походу, да? Чтобы все сгорело. Нет, в смысле, что я сейчас напишу весь фильм, будучи непонятно вообще. Я просто выписывал все это туда, в него попадал. Он мне говорит: слушай, все классно, нам все понравилось. Понятно, что будут правки, будут рекомендации, пожелания от меня, но в настроение ты попал. Вот тут небольшая ремарка. Алексей Нужный очень тонко чувствует, что нужно сказать, в частности мне, как композитору. Он не просто мне говорил: напиши боль.
он напиши там это. Он со мной как психолог разговаривал. То есть там у тебя были моменты в жизни такие, такой, да, а вот такие, да, вот вспомни их. Я вспоминаю. То есть он меня И прям ты начинаешь проживать вводил, эти да, я моменты. начинаю проживать, и говорю, все, Леш, пока, и тут же садился писать. Отправлял ему, он начинал что-то, мной опять Но вы играть. дистанционно работали. Конечно. Он Весь в Москве, весь фильм, ты здесь. весь То есть вообще фильм, весь фильм на вообще дистанции. весь фильм написан. Вот Класс. я здесь сидел, он был там. Так получилось, что я в том году, когда вот они сняли фильм, я полетел в Берлин на концерт Франца Циммера. Купил билеты в свой день рождения, решил, думаю, сделал подарок себе, съезжу на концерт. У меня было 2 билета, я такой, Алексей, а не хочешь съездить со мной посмотреть? А один из любимых композиторов его оказался тоже Ханс. Он говорит, да, у меня как раз выходной, типа, познакомимся. Нужно вот это состояние, личный контакт, чтобы вы друг друга поняли, как вы все чувствуете рядом с друг с другом, общение, все такое. Я думаю, это идеальная возможность. Нам было всего 2 дня, мы сходили на концерт, разъехались. Он говорит, все, Кирилл, там, через какое-то время приезжаем в Москву, будем знакомиться с генеральным продюсером. Я знакомлюсь с Леонидом Ильичем. Он говорит, Кирилл, все прекрасно, вот договор, давай сотрудничать. И это был декабрь, где-то декабрь. То есть фильм там еще в процессе там, чернового драфта, там, первого, сборка. Все, мы подписываем контракт, я прилетаю в Москву, и начинается споттинг-сессия. То есть мы начинаем от начала фильма проходить полностью по музыке, где какие моменты, где что подчеркнуть. То есть мы уже как будто, все, я вот прям кинокомпозитор. Ты погружен в процесс полностью. Я полностью. не то, что погружен, я поставил практически все на кон. То есть для меня это было настолько важно остаться в проекте и не подкачать, не подвести Алексея, потому что он доверился чуваку, у которого не было Которого вообще видел первый нет. раз в жизни. Да, и тем более такой большой проект. Я не знаю, чем я его взял, не мог этого понять. Видимо, наверное, какой-то там... А он не говорил потом, почему ты Не, выбор он сделал? просто говорит, ты открыт миру, это самое важное. То есть ты готов слушать, ты готов идти навстречу. Просто есть же такие, я не буду это делать, я буду делать Я вот художник, так. я так Да, вижу. я художник, я так вижу. У меня пошла другая история. Это его фильм, это его кинокартина. Я человек, который его эмоции воплощаю в ноты. То есть он мне говорит, и я их воплощаю в какую-то Ну, по музыкальную... сути, ты переводишь. Да, я просто транслятор. С разговорного Да. языка. Но То ты же есть все равно это через себя это понятно. пропускаешь. Понятно, собственно, что есть собственные какие-то наработки. Где-то я ему пожелал, что здесь давай попробуем вот так сделать, потому что там есть понятие как референсная музыка, она, естественно, в кино была. То есть мне присылали сцену, говорят, вот такое настроение, хотелось бы вот так. Ты говоришь, можно попробовать по-другому чуть-чуть. Там где-то сам подрезал что-то. Они говорят, крутая идея, давай работать. Все, мы прилетаем туда, споттинг-сессия, где-то это январь. И вот с января по май я полностью писал весь фильм здесь. Рамин Джавади. Да. Человек, который писал музыку к миру Дикого Запада, один «Игра из престолов», учеников да. Циммера, «Игра престолов» и так далее, и так далее. Я читал его интервью, и он рассказывал, что к нему вдохновение очень часто приходит в виде цветов. У него мозг работает в каком-то фоновом режиме, он говорит, я могу идти, вести машину, и дальше приходит не просто музыка, не просто композиции, не просто готовые части аранжировки, а цветной фон. У тебя как это происходит? Есть работа над кино, есть поставленная задача, есть референсы, но в любом случае это же чисто творчество, это вдохновение. Что ты чувствуешь? Там что-то физическое, что-то в цветах, какие-то краски, эмоции. Блин, вот тут это очень интересный вопрос, потому что я недавно задумался вообще, как я вот ощущаю. И я пришел к такому самоанализу, что я просто слышу это как-то. То есть, я не певец, это объективно, у меня нет абсолютного слуха, у меня, он тренируется, как акустическое мышление. То есть я в голове слышу, как это воспроизвести, просто сажусь к инструменту и начинаю играть. То есть, условно, мне хочется что-то грустное, я просто это слышу. Я могу напеть это в телефон, синтонировать, прийти и сыграть. То есть у меня вот как-то вот в таком режиме. То есть если мне скажут зеленый, я такой, что зеленый? Зеленый это прекрасно. Наверное, да, что-то радостное, что-то такое. Музыка это призвание или бизнес? Ты бы чем-то другим смог заниматься? Или хотел бы? У меня вообще удивительная история, потому что я 6 лет профессионально играл в хоккей. Меня в детстве отдали в хоккей, до 16 лет я занимался прям профессионально. Но музыкой занимался параллельно. То есть вообще, если говорить об образовании, я самообразовываюсь. То есть у меня формального образования нет, да. То есть я все путем знакомства с музыкантами, хожу на концерты, слушаю, читаю. Я научился читать ноты сам. То есть
Потом я пришел к тому, что я занимаюсь преподавателем индивидуально. Ну, то есть, как я к этому пришел, ну, всю свою жизнь я самообразовываюсь, ну, и до сих пор это делаю. И мне почему-то очень сильно нравится, потому что у меня нет рамок. То есть, классическая музыка, например, движение параллельными квинтами нельзя. Ну, дурно звучит. Но есть всегда композиторская поправка. Это типа в любом учебнике гармонии вам будет в конце главы писать, есть композиторская поправка. То есть, по сути, можно это делать. Кто это запрещает? Если это звучит, почему это плохо? Понятно, что образование нужно иметь. Но вот у меня был такой путь, и он остается таким. То есть я уже взрослый, меня вряд ли кто-то куда-то возьмет. И что мне делать? А я хочу знания получать. У меня тяга к знаниям очень большая. Поэтому я собираю все, что можно собрать, знакомлюсь с композиторами, спрашиваю, где они, что брали, где мне изучить, как мне это понять. То есть я, поскольку я еще физмат со школы, то есть у меня инженерный склад ума. Структурированное мышление, да, все по полочкам. Все по полочкам. То есть у меня даже этап написания музыки, у меня все идет. Типа, у меня нет такого, что все в кучу. У меня есть сейчас я пишу, здесь я начинаю обрабатывать, тут сводить, тут мастерить. Это там все по этапу. У меня вот есть книжка, я все эти этапы записываю. То есть я прихожу там писать «Сцену огня» и понимаю, что сегодня я работаю только со струнной группой. Я их прописываю. Книжка, потому что удобнее от руки или нейронные вообще, связи? да. Вот откладывается лучше. Да, то есть у меня как это винтажный склад ума, наверное, назовем так. То есть мне прикольно не в гаджете сидеть, а вот именно открыть книжку, записать, черкануть, что-то зачеркать. Вот у меня тетрадка, вот я сейчас покажу, это вот типа все музыкальные знания, все выведены, вымеренные, как все это делать. У меня таких книжек 3, и они всегда со мной. Я понял, что хранить здесь просто невозможно. У нас не такой объем памяти, который может. Но когда у тебя есть книжка, в которой есть ответ. На твои же вопросы. На твои же вопросы, да. ответы. И даже когда я что-то пишу, играю там какую-то, просто импровизирую, я понимаю, что такое, ага, как мне здесь выйти из этого положения, как мне модуляцию сделать получше. Я такой раз, можно вот все вот это. Ага, прерванный оборот, классно, можно вот так поступить. То есть вот эти штуки, эта книжка абсолютно всегда. Где бы я ни был, на природе, на охоте, на день рождения, всегда рядом. Я знаю, что я подарю тебе, когда мы приедем в следующий раз, удобную, классную книжку. На какой музыке ты вырос? Что удивление что с годами ушло? Да, у меня есть музыка, я сейчас включаю и понимаю, что это архаика, и у меня есть вещи, которые я включаю 20, 30, 35 лет, и я понимаю, что для меня это вечная музыка. Что было для тебя важным когда-то, и что останется с тобой навсегда? Первое знакомство у меня с музыкой было, это моя мама. Она очень любит Джо Кокер, вот типа вот такое всякое, Луи Армстронг, чуть не сказал космонавта Нила Армстронга. Вот, вот эти джазовые истории, то есть она когда-то как включала мне вот это, я как бы не отдавал, ты что, просто слышал какую-то музыку. Ну, фон-то был хороший. Да, ну конечно, приятно. Я такой, хороший. я маленький, я не понимал это. Потом старший брат принес, есть такая группа Enigma, медитативная музыка, да, Enigma, Era, Deep Forest, вот он принес, у него куча дисков было, я ее начал слушать, то есть я как-то комбинировал. Там лет в 10 я познакомился с группой Linkin Park. О, Честер. Да, Linkin Park, и не поверишь, я всю хоккейную команду познакомился с этой группой, у нас был вот этот дисковой этот плеер, я перед каждой игрой одевал, на тот момент, по-моему, вышел Гибрид Теории, потом вышел Метеора легендарный, и вот этот альбом Метеора, 2003 год, по-моему, да, вот 13 лет мне было как раз, я познакомился в команду, говорю, пацаны, это вот то, что нам нужно это слушать. То, что да, надо. И я прошел порядка 5 лет вот на альтернативе где-то. Ну, то есть я там отложил чуть-чуть джаз, отложил чуть-чуть медитативную музыку, пошел в рок, слушал рок, очень много слушал, там, Linkin Park, Limp Bizkit, Sum 41, там, Рамштайн я слушал, то есть... Куда же без стиля? Ну, конечно, да, и как бы я такой, типа, это очень прикольно в плане энергетики, мощи вот этой, я такой, это классно. Потом со мной что-то случилось, я перешел к электронной музыке, там, Моби, вот туда вот Apex Twin даже зацепил я его туда, еще тогда Амон Тобин тоже там появлялся, и вот этих вот электронщиков, и даже Стинг где-то у меня как-то вот среди этих людей зачесался. Но и то они там ранний Стинг, Chemical Brothers, Massive Attack, Мезонин, это Forever навсегда вообще. И я ушел в электронику, то есть я зацепил там вот эти вот, я просто до дыр затирал их альбомы, ужас просто. А потом, где-то в зрелом возрасте, лет в 24-25, где-то так,
Я начал слушать классику. Ушел отцепился чуть-чуть от этого, начал изучать, думаю, мне интересно, что за такая величайшая музыка, поскольку мне никогда ее не давали ее в таком объеме, как некоторым людям слушать. И я вот что-то начал выдергивать. У меня мама очень тоже любит классику, она мне советовала там что-то послушать, там Болеро, Равеля, послушать там еще там концерт Прокофьева, там Ильича Рахманинова послушать, там Бах, Бетховен, и все, и вот эти вот имена начинаются накидываться, я все это в кучу. Где-то с 15 лет я начинал писать уже электронную музыку, что-то пробовать. А вот в 23 после универа я по образованию инженер-специалист подъемно-транспортных машин. Мы в России, тут мало кто по образованию. Вот. Я выучиваюсь на инженера-специалиста. В 23 я заканчиваю, такой, нет, я хочу связать всю свою жизнь с музыкой. Да, будет тяжело, да, будет трудно, очень трудно, но, типа, я вот говорю отцу, что, типа, все, я хочу все это сделать. Он такой, ну, коль хочешь, иди, делай, типа, мы тебе там на каких-то этапах поможем. Я перехожу там с винды на Apple, покупаю себе ноутбук, вот этот вот, я 13-й год, да, вот MacBook Pro я покупаю, туда ставлю Logic и начинаю что-то, первые попытки какие-то там делать, ну, такие уже не попытки, а более серьезное творчество, назовем это так. Я это делаю, знакомлюсь с Андреем, и мы начинаем какие-то маленькие ролики, там 1,5-минутные рекламки, и все, я начинаю с картинкой работать. И вот по сей день я связан с картинкой неразливанной. А что из той музыки все равно осталось? Линкин Парк. Линкин Парк, даже несмотря, что Честер ушел, я такой, когда он ушел, я просто, шок был. Вау, я начал, причем на удивление, что все рокеры, кто слушает Линкин Парк, все начинают изучать гитару. Я начал фортепиано изучать почему-то. И я вот когда Честер ушел, я начал раскладывать его темы какие-то. Ну и просто понять, как человек мыслит, просто какие его голоса, что-то там снимать ноты. И такой, типа, это, конечно, вообще было для меня потрясением, когда я узнал, что Честер ушел. Я такой, и группа распал. То есть я не попаду на концерт никогда. У меня дочь моя очень расстраивалась, ей 8 лет, но она, находясь уже под моим родительским влиянием, она Линкин любит, а она тоже говорит, папа, вот этот музыкант жив. Я говорю, нет, дочь, к сожалению, он ушел. Она говорит, слушай, так жалко, я хотела подрасти, сходить на его концерт. Если бы сейчас какие-то высшие силы пришли к тебе и сказали, Кирилл, у тебя есть возможность вернуть к жизни 3 музыкантов. Кого бы ты вернул? Вернуть? Да. И они дальше, причем, по умолчанию, что они возвращаются в добром расположении духа, они в состоянии что-то творить и делать дальше. Кого бы ты вернул? Представляешь, вот для меня было, наверное, первого, кого я назову, почему-то, я вот просто недавно с ним сильно близко познакомился, я бы хотел Эрика Сати вернуть, композитора. Я бы очень хотел с ним пообщаться и вообще просто поговорить, потому что его биография, она очень сильно меня, чем-то потрясла. Его музыка мне очень сильно импонирует. То есть я сам такое стараюсь сделать. И, естественно, я бы, наверное, его первого вернул, чтобы с ним пообщаться. Причем, на секундочку, я вчера рассказывал, когда мы с вами гуляли, что я очень люблю ходить пешком от студии до своего дома. Эрик, кстати, 4 километра ходил. Так, он жил недалеко от Парижа, где-то там рядом, в какой-то деревушке. Он ходил каждый день 8 километров пешочком, с тросточкой. В своих пенсне, в цилиндре, в усиках. Вот такой чувак был. Понятно, по понятным причинам, извиняюсь за тавтологию, я бы вернул, конечно, Честера, чтобы иметь возможность просто прийти и сказать, что, спасибо. Я, наверное, скажу все же за хороший вкус, что вы меня, взрастили во мне правильный вкус. Вот я бы вернул Честера, скорее всего, да. Третий, вот с этим, конечно, посложнее будет. Я бы, наверное, хотел вернуть Йохана Йохансона, есть такой композитор, который написал «Убийца», у него очень много крутых саундтреков. Вот я бы, наверное, его вернул. Есть какой-то фильм, уже снятый, уже поставленный, с уже сделанной музыкой, который ты бы смотрел и думал, а вот здесь я бы не лучше, не хуже написал музыку по-другому? Мне уже просто задавали такой вопрос, типа, вот Ханс Циммер написал «Интерстеллар», а как бы ты? Да никак, вот он гений, он сделал то, что никто ничего не сможет изменить, ты не переплюнешь уже, это реально, это настолько туда, что даже не хочется прикасаться, ничего там, даже мысли посеять не стоит, что «Интерстеллар», что «Начало», что «Бэтмен»,
Понятно, что как бы почему-то все его считают каким-то, ну, посредственным, что ли, его музыку. Ну, Циммера? очень много в профессиональных кругах говорят, что Циммер посредственная, у него музыка какая-то такая. Но, блин, он изменил индустрию. Мне кажется, знаешь, как строитель, который приходит на объект, смотрит и говорит, ну, ребят, ну кто ж так потолки-то Ну, вот, натягивает, да. понимаешь? Потому что объект-то уже ушел, объект сделан. А вот именно из музыкальной, какой бы фильм я бы хотел, типа, попробовать помыслить по-другому. Да, повторю еще раз, это не про лучше, не про хуже. Это про какую-то, вот ты смотришь и думаешь, да, здесь хорошо звучит, но вот у меня в голове на эту картинку, на это событие, на этот сюжет звучит вот это. Было такое? Да, было. Ну, я очень много кино смотрю, и там некоторые, конечно, такой, типа, блин, вот. Но у меня другая мысль, у меня, типа, вот бы поработать на таком проекте, типа, пожалуйста, когда-нибудь, типа, я очень хочу. Слушай, я бы хотел очень попробовать, наверное, есть фильм, я не помню режиссера, «Убийца». Это вот Йохан Йоханссон писал фильм, вот я бы хотел попробовать его тоже как-то по-своему помыслить. Ну, у него, конечно, великолепнейший саундтрек, но вот его «Довод» я бы хотел тоже попробовать. Да, потому что, ну не знаю, мне кажется, что это туда. Я вот вообще люблю такую науч-поп, наверное, что это такое, я не знаю, как это жанр. Ну, типа вот такая. Вот я люблю такую историю. Ну и «Гладиатор». Хотя он великолепнейший, и по саундтреку, по всему, но мне просто очень хочется попробовать такой жанр сделать. Вообще, в принципе, как бы, ну, такой, убрать музыку тут и такой, а как бы я сделал? Ну, просто да. ради интереса. Смог ли я бы такой уже величайший, да, саундтрек создать? Ну, типа, вот, наверное, 3 фильма вот эти. Вернемся к Сибири. Угу. Тюмень, Сибирь, прекрасный город. Я второй раз за месяц признаюсь в любви к Сибири, потому что первый раз это было месяц назад, я вчера рассказывал, я был потрясен Красноярском, вчера я был точно так же воодушевлен нашей вечерней прогулкой по Тюмени. Но жизнь интересная штука. Если бы здесь и сейчас тебе сказали, Кирилл, ты можешь выбрать любую точку мира, не стоит вопрос виза, гражданства, материального обеспечения, любую. И ты там строишь свою музыкальную долину, не силиконовую. Ты забираешь туда всю команду. Вы обеспечены абсолютно всем. И ваши дети, и родители, вот, идеальный мир. Где бы это могло быть, с твоей точки зрения? Ну, поскольку я не так много был в мире, ну, вообще, и я очень хочу много путешествовать, и не все знаю, но вот почему-то я был 2 недели в Италии, жил. Вот, и мне очень сильно понравилось там. Это, наверное, было бы первое место, куда бы я бы такой, ребят, есть возможность, поедем в Италию, построим там. Ну, во-первых, музыка пошла тоже, ну, здрасте. Гамма да? оттуда. Конечно. Ну и как бы, в принципе, итальянцы очень почему-то мне понравились. Не знаю, может, к добрым людям тянется добро всегда. И как бы, ну, сколько я там был, 2 недели. А это север Италии или юг Италии? Я был, у меня был такой прям путь. Сквозной. Да, Милан, Венеция, Флоренция и Рим. То есть я проехал прям вот. Я бы остановился во Флоренции. Она меня поразила просто до слез. Я просто зашел туда, да как так? Все дышит искусством и красотой. Там настолько все красиво, и люди красивые, и ты идешь, и куча музыкантов, и ты такой, блин, ну все, надо стопудово где-то здесь. А если из русского, то Питер, скорее всего Питер. Не знаю, Питер мне очень сильно нравится. Свободный город, да, по дыханию. Да. Он это перекликается с Сибирью, дышится, кстати, в Тюмени, как и в Красноярске, есть еще воздух свободы, дышится хорошо. И в Петербурге есть, питерцы, они сохраняют вот эту свою особенность и независимость, и да, это города со своим лесом. Помечтаем, поразмышляем еще, раз уж мы о географии, о местах. У меня есть любимое место отдыха, которое со временем превратилось в место силы. Есть в Греции остров Родос, у нас там есть любимый отель, мы были там 6 раз, я надеюсь, еще сколько раз побываем. Для меня это настолько мое место силы, что когда иногда мне надо помедитировать, то я как раз представляю себе, что я вот там, иду по этому пустынному пляжу, я вижу это море, я слышу эти запахи, и я ловлю какой-то кайф. У тебя есть такое место силы, где, закрыв глаза и очутившись там, отпустив все внешнее, ты мог бы побыть там один,
Ты мог бы словить вдохновение, там, встретиться с Аллахом, Христом, Буддой. Пока это место силы, оно в нашем городе, ну, то есть это под Тюменью, недалеко, это 150 километров, вернее, от Тюмени. Мне его показал отец, мы с 7 лет ездим с ним на охоту, я с ним езжу на охоту. Это луга, это там деревья Новотьялова, ты уезжаешь, там просто луга. Луга, реки, природа, вообще ни живой души. Вот это вот настоящее место силы. Потому что я могу говорить сам с собой, мне вообще никто... Я в принципе разговариваю сам с собой, это нормально. Но там я могу просто представить, что все вот здесь рядом. И все это солнце питает, воздух питает, земля родная меня питает. Это очень очень важное событие. Очень плохо, что я редко там бываю, но я там бываю. Да, вот я был в мае, да. кстати, был недавно, и это ни с чем не сравнится. Я То есть даже эти 2 дня, которые я там был, они для меня были равноценны, что я в Турции 7 дней отдохнул. Пример по энергетике. Ну, то есть они настолько мощные, что там, вот эти мощи там, я не знаю, как это еще назвать, но вот что-то такое. Если бы не музыка, если бы не хоккей, в чем было бы интересно себя попробовать? Не говорю реализоваться, да, окей, тебе позвонил Циммер, признал твои заслуги, все состоялось, Голливуд на 10 лет вперед расписан, ты оглядываешься вокруг себя, и вдруг ты понимаешь, что музыка, она остается с тобой, но тебе хочется попробовать что-то, что не имеет никакого отношения к музыке. Вот ты упоминал о том, как ты выходил за рамки жанров и искал что-то противоположное новое. Бывают какие-то такие моменты, когда ты видишь либо какое-то явление, либо какую-то сферу жизни, думаешь, не понимаю, как это работает, но я бы попробовал. Ну, не скажу, что не понимают. Мне очень нравится, короче, странная фигня, криминалистика и психология. О, как! Да. Ну, типа, я бы вот хотел попробовать себя. Иногда я думаю, типа, было бы прикольно попробовать себя детективом каким-то помогать. Ну, в общем, очень важно помогать людям. Ну, что-то такое. Для меня это, типа, важно. Я обожаю сериалы про криминалистику, детективы, все вот эта история, Шерлок Холмс, Артур Конан Дойл, здравствуйте. Даже Богомолов, Август 44-й, это один из моих любимых русских фильмов. Мама показала в детстве, и вот с тех пор СМЕРШ, все, отряд, Миронов. Все. Да, там и я хорошо такой, было. типа, блин, ну если бы не вот это, наверное, я бы вот хотел туда пойти, чтобы как-то общество делать лучше, что ли. Вот что-то такое я бы, наверное, поделал. Не боясь подноготной системы. Я не думаю об этом. Я просто думал, что, типа, вот, наверное, бы из меня крутой детектив вышел. Вот, наверное, я так больше мыслю. А что там происходит? Ну, всякое. Получается помогать людям? Ты Очень часто мало, упоминаешь очень об мало, этом. но да, получается, слава богу. Но хочется больше. Сильно хочется больше. Желание не уходит. Нет. Правда, ну, вы уже поняли, что я очень открытый чувак, и как бы я, в принципе, добрый. Для меня, типа, говорить что-то там, типа, там, не знаю, если мне позвонят и нужно помочь, я как бы помогу. Если реально есть возможность, и там даже желание не спрашивать, я просто помогу. Вот и все. У меня куча друзей, они все меня прекрасно знают, что я один из вот этих людей, который может в 3 часа ночи просто сорваться, приехать и помочь. Ну, типа, сделать что-то. Или тебе плохо. Просто поговорить, выслушать, услышать, что важно. Не просто, да-да-да, ну все, я поехал. Всё, типа, время да, продлевать всё, будете, да? Да. То есть я могу даже отказаться от каких-то своих ритуалов важных, но ради помощи друга или там еще чего-то. А если родители, то тут вообще, вот, боже упаси, то я в любом случае приду. Ну, как-то и хочется масштабировать эту всю историю. Животные, это для меня вообще, ну, не знаю, боль какая-то, что ли. Очень хочется помогать всем. Вчера мы, кстати, говорили на эту тему. Да. Помнишь, что я сказал, увидел пост про то, что у нас есть деньги искать воду на Марсе, но Да, нет но денег, нет возможности времени, доставить, желания, да. денег, И что ты же не эти здесь. фразы все меня тоже так бьют, и такой, блин, надо что-то с этим делать, как-то типа развиваться, чтобы хоть как-то, чем-то, хоть даже своему краю помогать, хоть как-то. Ты веришь в чудеса? Да. Я не знаю, как это называется. Короче, я верю во что-то что-то выше нас есть. И это не человеческое. Вот я в это верю. Скажу так, типа, я там не верю в Бога, ну, в смысле, как идола. Я верю, что Он есть, Он там, Он меня слышит, и мне для этого не обязательно ходить в церковь. Я просто верю и говорю с Ним. Ну, то есть я верю вообще в какие-то невозможные силы. И чудеса в твоей жизни случаются? В моей жизни
Ну, давайте вспомним. Ну, вообще есть одно чудо, вообще, на самом деле. Оно очень плохо для пианистов, в принципе, потому что у меня был раздроблен мизинец. Да, он Ого. чуть-чуть короче теперь стал. Из-за этого мне приходится изгибаться, чтобы взять больше, чем децима. Вот. Но это было реальное чудо, потому что я в детстве раздробил палец дверью металлической от гаража. Почему-то я решил, что можно засунуть палец в щелку и ничего с этим не случится, но ветер так не посчитал. Мне раздробило палец полностью. Я ничего лучше не придумал, как засунуть его в рот и просто спокойно сесть в машину. Когда у меня все начало течь кровью, мама сказала: ты чё? Что-то не А так. я даже не заплакал. Ну, то есть у меня настолько шок и адреналин, ну, типа, зашкалил, что я просто, и все. Как Щербаков, и Алексей. Вот, мы поехали в больницу. Все, там, 3 хирурга мне сказали, что, все, типа, извините, там ничего нет, все раздроблено, кости нет, все сухожилия. И один аспирант в хирург говорит: давайте я попробую собрать. Хуже не будет, я просто попробую. И собрал. Он полностью функционирует. Все работает. То есть там, условно, мне теперь, я не могу дотянуться, мне там нужно чуть-чуть изгибаться. Но ничего страшного. Это адаптация, это нормально. Но это было для меня, это было, Ну, офигеть. это что, да? А он откликнулся, то есть он попробовал и сделал. Я не помню, как его зовут, я не помню этого парня, но мама сказала, он просто вообще из толпы стажер, не стажер, тут аспирант. Давайте, я сделаю, попробую. Ну, тогда ты прав, там тебя наверху слышат. Поделись своими заветными желаниями на сегодня. Вот без далеко идущих планов, без продумок, вот на эмоциях, здесь и сейчас, самое заветное что-то такое вот. Ну, чем не жаль поделиться. Я хочу открыть семейный ресторанчик такой небольшой. Ага, с какой кухней? Итальянская? Итальянская тоже туда будет входить, но сам прикол в том, что будут готовить мои родители. О, Потому что у меня родители очень вкусно готовят, что отец, что мама, великолепно, они любят гастрономически все это преподнести. И хочется открыть такой маленький ресторанчик, где будут приходить друзья, и все знают, что это тетя Света, дядя Саша, у папы свои наливочки, и все прекрасно. Вот это типа, я прям, это не мечтать, скорее цель. а наверное. как бы назвал? Я не думал. Честно, не думал. Я думаю, что я предоставлю возможность маме с папой это назвать, потому что это будет по большей части их. И я выступлю как инвестор. Классно. Вопрос про волшебство, про чудеса. Опять возвращаемся к «если бы». Угу. Тебе вручают волшебную палочку, у тебя есть возможность внести в ментальный код россиян 3 изменения. Что бы ты изменил в наших уважаемых согражданах для того, чтобы само по себе и общество, и страна, и тот путь, которым она сейчас идет, и куда она идет, чтобы они изменились. Ведь все говорят о том, что у нас, как у любого народа, есть свои сильные качества, есть присущие нам достоинства, но при этом есть, скажем так, черты характера, опять же, как у любого абсолютно народа, которые где-то тормозят, где-то мешают, где-то раздражают, даже нас самих. Да? Вот что бы ты изменил? Каким бы ты хотел видеть и Россию, и сограждан, и общество? Слушайте, я не могу, наверное, говорить за других. Наверное, скажу, поскольку Нет, я русский, призму. если, чтобы я, наверное, тогда в таком случае, у меня есть волшебная палочка, я бы как русский человек, чтобы все были такими же, я бы, наверное, что-то поменял в себе, потому что у нас все равно ментальный код, мы же друг с другом общаемся, он типа похожий. Я не знаю, как это называть, мы же все любим поворчать, это же вот прям наше. Что-то посидеть. Но при этом дальше, чем за кухню, это ворчание-то не выходит. Не Оно не всегда. несет созидательного характера. Возможно, наверное, не знаю, как-то, я бы не назову эти черты прям характера, я бы скажу так, наверное, отношение к людям. Друг к другу. Да, к друг другу. Вот именно, как это не звучит странно, условно, есть, не знаю, можно это говорить на камеру? Наверное, можно. Тут есть, допустим, дагестанский народ, да, чеченский. Вот у них, община, итальянцы самые, у них общинная история, семья, для них это прям важно вообще, капец. Мне кажется, они там, если что-то случится, они друг другу помогают всегда. У нас, возможно, это мое личное наблюдение, если кому-то будет плохо, из 10 один подойдет, поможет. Потому что все, у меня свое время, я пошел. Вот так. А у них нет. У них
Ты чё, братан, вставай, надо, ну, все, что там, отмыли, накормили и пустили дальше. Ну, то есть, какие-то вот такие вот ценности. Я бы, наверное, ценности поменял наши. Ну, наверное, да. Вот это важно. И то есть, я опять же говорю, что чем больше любви у нас ко всему, к миру, к природе. О, природу я вообще молчу. Это вот я бы, наверное, это тоже поменял. И я за этим, за собой слежу. То есть, для меня там... Я ну, видел, там стоит ящичек, куда батарейки нужно выбрасывать на вход, это вот, я обратил да, внимание. Да, то есть у нас это такая тема. Ну, то есть я из тех людей, что вот я курю сигареты, допустим, курение вредно, курю сигареты, вот я не выкину бычок, пока не увижу мусорку. Если ее нет, я его затушу и положу в карман, до тех пор, пока не найду мусорку. Ну, то есть я вот так отношусь к природе, к экосистеме вообще. Разделяю. Потому что, ну, я даже не поверишь, у меня есть такой прикол, я уже объяснял, что я люблю говорить сам с собой, и могу просто идти говорить вообще, мне вообще, ну, как бы на мнение окружающих, неважно. Я разговариваю иногда, я вижу, что там гром, льет вода, или еще там какие-то катаклизмы в мире происходят, и я говорю, матушка злится на нас, потому что мы портим землю, по факту. Ну, а как еще? Если до нас было, по-моему, все прекрасно, только люди появились, началось это все. Тяжело дышать, все дела. Я всегда могу погладить землю и сказать, матушка, это не надо, ну, дай нам время еще, дай. Я бы к Вот твоим это- желаниям добавил еще, наверное, возможность и способность договариваться. Ты не обращай внимания, насколько вот у нас люди недоговороспособны в силу какого-то внутреннего постоянного недоверия Вот и туда опаски. согласен. Да, Да? что Мы всегда думаем, что нас кто-то обманет, пытается что-то, обмануть. да. Из-за этого наш характер, он черствый. Ну, то есть мы такие, мы всегда осторожны. Это неплохо, ну, типа, возможно, в бизнесе это пригождается. Но если бы мы были чуть-чуть более открытыми друг к другу, как следствие, мы были да, бы более да, договороспособны да, и партнерские эффективными. соглашения, все дела, все бы было гораздо проще. А у нас же так, мы партнеры, но есть бумажечка, давай-ка ее подпишем, чтобы, ну, не было проблем у нас. Потому что, как ни крути, там, ну, даже близкие люди могут подставить нож в спину и все дела, там, типа, это Ну, такое, история да, знает да, разные примеры. Да, конечно. Тут А я с тобой воздух? согласен. О воздухе. Как ты думаешь, почему в Сибири дышится по-другому? Почему А ты же сам сказал. так все в Красноярске? Почему так все в Ты Тюмени? же сам этот тезис оправдал тем, что у нас мы чуть свободнее, чем Но федерал. почему? Нам больше позволяют, больше дает. Не знаю, но вот у нас Тюмень, как бы нам ну не знаю, кого это хвалить, ну то есть нам создают все условия, чтобы мы были счастливыми, ну тюменцы. Мы счастливы, потому что вы видели город. Я видел город. Его Красивый город, красивые даже люди. если ну, идет отмывание денег каких-то там, как мы уже все это понимаем, ну, наверное. Но, тем не менее, город приукрашается настолько лучше, становится лучше настолько, что тюменец коренной реально, если ему голову спилить, мы еще час бегать будем. Просто Вот. Как ты еще раз говоришь, если тюменцу Тю- отрезать это голову... Андрюха придумал, тюмень головного мозга. У нас есть такое понятие, да, если тюменцу отрезать голову, он еще полчаса будет нахваливать его бегать, да, что Тюмень самый лучший город. Мы ни разу, мы не единожды признавались как лучший город ну, для уровня жизни в Российской Федерации. Тюмень. Это заслуженно. Окей, сегодня мы говорили о жизни, Мгм. о свободе, о любви, о мечтах с Кириллом Бородулевым, композитором, который делает нужное дело и делает хорошее кино еще лучше. Очень классно сказал. Нужное дело. Спасибо. Спасибо большое. С вами был Мисрумс.